Играя в разные части Assassin's Creed, мы с вами были в виртуальных Иерусалиме, Дамаске, Массиафе, в средневековой Италии, Америке времен колонизации и на Карибских островах. И это далеко не все. Мы были ассасинами, тамплиерами и даже пиратами. Если сейчас вспомнить старые игры Assassin's Creed, то почти все они вызывают теплые эмоции благодаря персонажам, рассказанным историям и сеттингам. Не знаю, хорошо это или плохо, но еще Assassin's Creed — это та серия, над которой часто экспериментируют. Игры делают то проще, то наоборот сложнее. Заложенный первыми частями основной конфликт то развивают, то наоборот задвигают на второй или даже третий план. И понятно, что в какой-то степени это необходимо. Игрокам ведь не будет постоянно интересно смотреть на противостояние ассасинов и тамплиеров. Поэтому разделение на черное и белое стало постепенно стираться. Нам уже в первой части говорили, что тамплиеры — это не всегда просто картонные злодеи. У них зачастую свои, кажется, логичные цели и мотивы. Но сначала мы были исключительно на противоположной стороне, на стороне ассасинов. Постепенно сами авторы уводили игроков от этого разделения, чтобы серия развивалась. В третьей части нам немного дали поиграть за тамплиера, который в итоге затмил собой главного героя-ассасина, и многие сопереживали именно Хейтему, а не Коннору, хотя не уверен, что так было задумано. Затем так и вовсе вышел отдельный спин-офф про ассасина, который переметнулся на сторону тамплиеров. И эта игра напрямую связана с той, о которой мы будем говорить в этот раз. В первую очередь сюжетом, а во вторую идеей о невозможности примирения братства и ордена. Возможно, Assassin's Creed Unity должна была показать нам временное единство враждующих фракций и объяснить еще подробнее, почему ассасины и тамплиеры не могут не противостоять друг другу, продемонстрировать эпизодическое в масштабах общего сюжета серии единство вопреки. И формально Unity показала это, но как-то скомканно. Тем не менее, пройдя эту часть еще раз, я получил удовольствие. Это были неподдельные положительные эмоции, которых та же игра не вызывала на релизе 8 лет назад. Так что такого хорошего в ней вдруг появилось за это время? Ну, устраивайтесь удобнее, сейчас подробно обо всем расскажу. Рыцари храма, некогда гордых пастырей порядка, мира и знания, больше не было. Весной 2014 года Ubisoft показали первый тизер Assassin's Creed Unity, чем и подтвердили появившиеся ранее утечки. Напомню, что в то время игры серии выходили каждый год, а то и по две, поэтому даже утечки воспринимались без особого ажиотажа. Все и так знали, что следующая часть вот-вот появится. Важно отметить, что это была первая игра серии для нового на то время 8-го поколения консолей. Unity выходила на Xbox One и PlayStation 4, ну и на ПК, конечно. При этом Ubisoft не оставили без внимания и Past Gen, ведь меньше чем через 2 недели после релиза Unity для консолей Xbox 360 и PlayStation 3 вышла Assassin's Creed Rogue, спин-офф серии, где центральным персонажем был Шей Кормак, ассасин, ставший тамплиером. Соответственно, Rogue создавалась на том же движке, что и прошлые игры, третья часть, четвертая и Liberation, то есть на Unreal Next. А вот Unity, являясь Next-геном, уже создавалась на движке Unreal Next 2.0. Думаю, нет смысла углубляться в подробности движков, их различия и какой из чего был собран да как модифицирован. Важнее то, что Ubisoft до сих пор выпускают игры на том же втором Unreal Next. То есть Unity и, например, Valhalla созданы на одном движке. Если послушать, что сами сотрудники Ubisoft говорят про новый движок, то это такие поверхностные тезисы, вроде «уникальный игровой опыт, потрясающая детализация, такого вы еще не видели». Но вообще так оно и есть. Действительно заметна разница между прошлым поколением игр и на то время новым. Когда речь идет о разных поколениях консолей и играх, выходивших на них, как правило, первое, о чем появляются мысли, это графика. Насколько она стала лучше.
Основные игры Assassin's Creed всегда выглядели хорошо, и даже сейчас третья часть, которая уже почти 10 лет, уж точно не вызовет отвращения. Но, конечно, Assassin's Creed Unity на порядок выше предшественников. Можно обратить внимание на более сложную работу с освещением, которая придает отчасти реализма, например, когда мы выходим из помещения и глазам нужно привыкнуть к свету, а отчасти драматичности в катсценах. То есть грамотное освещение обращает внимание игрока на важные элементы, на эмоции персонажей, как это делали в Голливуде еще в середине прошлого века, если не раньше. Правда, игроки уж точно не на освещение обращали свое внимание в первую очередь. Основное действие Unity происходит в Париже 18 века, во времена французской революции. Плюс, как отдельные регионы, нам доступны Версаль и коммуна Сен-Дени. За счет нового движка, новых возможностей, архитектура города, за которую игры серии и так часто хвалили, теперь вообще вышла на новый уровень. Если изначально в первых частях здания были такими условными коробками с 4 углами, которые по мере выхода игр, конечно, постепенно развивались, то теперь здания — это сложная, реалистичная архитектура со множеством выступов, балконов и элементов, за которые герой может ухватиться. Что касается реализма, тогда еще был необходим какой-то элемент на здании, чтобы персонаж зацепился. Это уже в современных играх герои взбираются хоть на голые стены. При этом, конечно, выросло качество детализации и лицевой анимации персонажей. Злость, досада, недоумение – все это в целом можно понять, глядя на лица героев. Да камон, они там даже глаза закатывают, и это не выглядит так, как будто в них вселился демон. Когда основной персонаж попадает под управление, сразу становится заметно, насколько красивыми и сложными стали анимации. Главный герой логично преодолевает препятствия, то есть он не будет запрыгивать на забор, чтобы потом спрыгнуть с него. Он просто перепрыгнет или прокатится под препятствием, если это возможно. Если он находится на крыше под наклоном, например, то вверх он карабкается и помогает себе руками, а вниз спускается, притормаживая ногой, если его не ускорять. К тому же местные анимации отменяются друг в друга, то есть отдав команду персонажу, нам не нужно дожидаться, когда кадры анимации проиграются полностью. Мы можем прямо на ходу менять направление движения. Тут, конечно, дело в долях секунд, и не то чтобы прошлые игры были неудобными, просто теперь паркур более плавный и красивый, движения персонажа подстраиваются под окружение, а не окружение заточено под возможности персонажа. Герой даже меняет положение ног, карабкаясь по зданию, в зависимости от того, куда их можно поставить. При этом сам Париж ощущается еще более живым, чем города в прошлых частях. Благодаря новому движку теперь на экране могут находиться до 5000 NPC, а игре это очень на руку, потому что, напомню, у нас тут революция. Люди собираются на улицах и устраивают забастовки, бунтуют, и в Unity это выглядит очень хорошо. NPC действительно могут быть тысячи на одной локации. Кто-то машет руками, у кого-то в руках плакат, у другого чья-то голова на пике. Там люди плачут, там дерутся и так далее. NPC даже узнают друг друга на улице, разговаривают, что-то машут руками издалека. Это впечатляет даже сейчас, спустя 8 лет со времен выхода игры. Другой вопрос в том, как это выглядит на самом деле, если присмотреться. Надеюсь, вы не думали, что я на протяжении всего видео буду петь дифирамбы этой игре. Разработчикам удалось разместить на улицах тысячи персонажей, вдохнуть в них жизнь. Но из этого вытекают некоторые проблемы. Вот если просто встать в толпе и посмотреть на людей, то можно заметить, что текстуры NPC подгружаются на ходу, иногда уже рядом с нами, но в играх такое часто встречается. Из-за количества людей и количества их скриптов они часто упираются друг в друга, в стены, застревают между лошадьми и в целом не в динамике. Все это выглядит как-то дергано, но на фоне плюсов это даже не минусы, потому что игре удается передать тебе то нужное настроение, этот вайб от разъяренной толпы. Ты даже чувствуешь незначительность своего персонажа, находясь в центре событий. Вот мы вкратце пробежались по нововведениям в этой части, и в целом я все это время восхищался игрой. Неужели она идеальна? Тут важно держать в голове, что Unity на релизе и Unity сейчас, отношение игроков к ней в прошлом и настоящем — это разные вещи, и между ними пропасть. Конечно, мы в настоящем, но я отлично помню о прошлом. Как так вышло, что игра, которая могла начать новый этап развития серии Assassin's Creed, в итоге стала одним из самых больших скандалов в истории существования Ubisoft, если не самым большим? Об этом дальше. Говорят, репутация – это такой же товар в нашем мире, как и все остальное, а товар продается, вопрос только в цене. Мне правда интересно, за какую цену некоторые компании продают свою репутацию, осознанно выпуская на рынок сырой продукт. Неужели за предзаказы, окупившие разработку еще до релиза? Никогда в жизни я не поверю, что серьезные студии, издатели и разработчики не знают о проблемах в своих играх до релиза.
учитывая десятки или даже сотни тестировщиков, играбельные билды и работу над оптимизацией для разных платформ. Не поверю, что CD Projekt Red не знали, какую игру они выпускают, что Rocksteady не знали о проблемах в Batman Arkham Knight, Battlefield 2042 и есть еще много примеров игр, осознанно выпущенных на платформы со множеством проблем. Такой, к сожалению, стала и Assassin's Creed Unity. Сразу скажу, что у меня лично никогда не было проблем с этой игрой, хотя 8 лет назад я купил ее на ПК прямо в день релиза. Но интернет наполнен множеством видеороликов и историй о плохой оптимизации этой игры, о багах, фризах и прочей цифровой нечисти. Думаю, об этом слышали даже те, кто не интересовался серией, потому что некоторые проблемы даже превратились в мемы и быстро разлетелись по интернету. На релизе Unity была отвратительна в плане оптимизации, и пусть у меня нет личного опыта, но и причин не доверять другим игрокам и изданиям тоже нет. У разработчиков был новый движок, новые возможности и новые проблемы. Выше я хвалил игру в настоящее время за хорошую лицевую анимацию, но тогда платой за спешку, может быть за неопытность работы с движком, стали вот такие истории, когда вместо лица персонажа и той самой потрясающей анимации игроки видели только глаза и челюсть. По сюжету мы должны бежать за этой девочкой, но почему же хочется бежать от нее? Или посмотрите, что я видел в конце игры. Главный герой медленно убивает антагониста. На лице Арно читается какое-то извращенное наслаждение от мести. Потрясающий момент. Но тогда игроки могли видеть это вот так. Конечно, уже много лет назад все над этим посмеялись и забыли, но все же я считаю необходимым упомянуть проблемы на релизе, потому что, как ни крути, это часть истории Assassin's Creed. Многое из того, за что я хвалил игру в начале видео, на самом деле вышло боком разработчикам. Тысячи NPC на улицах — это круто, но они часто спаунились прямо перед игроком и вели себя неадекватно. Кругом застревали, принимали какие-то криповые позы, исчезали в стенах, как Гарри Поттер. Потрясающие анимации паркура и масса объектов на зданиях тоже круто, но из-за этого персонаж нередко застревал, дергался, гулял по воздуху и за него же держался. Иногда главный герой просто проваливался сквозь землю, хотя не иногда. Если найти любую подборку гличей в этой игре на ютубе, то там обязательно будет падение через текстуры. Assassin's Creed Unity в 2014 была словно одержима бога-дьяволом, и она нуждалась в экзорцизме, который, к счастью, случился. В наше время такое уже не встречается. Хотя, конечно, проходя игру на приставке для этого видео, я тоже замечал какие-то баги, но незначительные, и связанные скорее с наполненностью мира. Ну просто невозможно сделать настолько детализированный мир, и чтобы в нем нигде ничего не залагало, так что не страшно. Unity вышла в ноябре 2014 года в таком неподобающем виде, а через несколько недель в декабре вышел большой патч, исправляющий ошибки. Он, конечно, был не один. Я заметил, что все, кто касается этой темы, громогласно говорят о патче размером в 40 гигабайт, и это правда, но только для владельцев Xbox One, потому что там игра буквально обновлялась полностью, а вот на ПК и PS4 патч не весил и 7 гигабайт. Такие объемы исправленной информации связаны не только с вышеупомянутыми багами, но и с оптимизацией в целом. У многих, даже на консолях или топовом железе, игра выдавала 6-15 кадров, что вообще-то не играбельно. Да и так она была залочена на 24 кадра, что, по словам Ubisoft, было сделано специально, чтобы придать игре кинематографичности. Мы ведь смотрим фильмы именно с такой частотой кадров. Да, специально, как же. Но это странно. Вот представьте, что у вас дорогущий комп, вы отдали за игру full прайс, ждете тот самый Next Gen, и для вас по-настоящему важна плавность и качество картинки. Кому-то даже представлять не надо, такие люди есть и их много. А вам говорят типа на тебе эту кинематографичность. Со временем, конечно, игроки на ПК сами смогли разблокировать частоту кадров, а теперь и на консолях с этим нет проблем. Но сам факт того, что такая ситуация имела место быть, вызывает недоумение. Вместо того, чтобы извиниться перед игроками и бросить силы на решение проблемы, такая большая студия-издатель, как Ubisoft, рассказывает какую-то чушь про кинематографичность, хотя не совсем так. Ubisoft принесли извинения и предложили игрокам, купившим Unity, получить еще одну игру компании бесплатно. Но при этом нужно было принять пользовательское соглашение, где было указано, что, принимая подарок, игрок не может подать в суд на компанию из-за некачественного релиза Unity. Спорный момент, конечно, ну о морали тут судите сами. Опять же, я уверен, что Ubisoft прекрасно понимали, что тогда, в 2014 году, выпускают еще недоделанную игру, и сделали это осознанно, чтобы успеть к намеченной дате релиза. Но это вопрос репутации и денег инвесторов.
Они осознанно пожертвовали первым, чтобы не терять второе. В любом случае сейчас, в 2022 году, Unity играется и воспринимается совершенно иначе. Когда я купил игру на приставку и поиграл первые полчаса, я даже хотел сделать пост в сообществе или телеграме, чтобы поблагодарить зрителей, которые голосовали в опросе именно за эту игру для следующего видео, потому что мне очень понравилось. Благодаря вам я с удовольствием провел много часов за Unity. Но я буду сохранять объективность, если она у меня есть, и не стану нахваливать игру остаток видео. Я продолжу делиться тем, что на мой взгляд выполнено хорошо, а что плохо, чередуя черное и белое. Только сначала мы вспомним и обсудим сюжет Assassin's Creed Unity. Не обращай клинок против невинной. Прячься на виду. Никогда не подвергай риску братства. Никогда не забывайте Дону. История Unity берет начало в 1776 году и напрямую продолжает события, показанные в Assassin's Creed Rogue, которую мы уже обсудили в прошлом видео, хотя последняя вышла уже после Unity, но мы придерживаемся хронологического порядка. В конце Rogue мы видели, что Шей Патрик Кормак, прежде ассасин, но теперь тамплиер, отправился во Францию, в Версаль, получив информацию о том, что шкатулка Предтеч, ценный артефакт прошлой цивилизации, может находиться у французского ассасина Шарля Дариана. Тамплиер убил ассасина и забрал шкатулку. На этом события Rogue закончились. А вот в Unity они показаны в самом начале и со стороны другого персонажа, Арно Дариана, сына убитого ассасина. Тут стоит отметить, что игра начинается с пролога, в котором нам предлагают несколько воспоминаний разных людей прошлого, среди которых можно заметить массу знакомых персонажей. Эдсо, Конора, Эдварда, Родриго Борджиа, Эвелину и еще нескольких. Суть в том, что все воспоминания, кроме одного, нам недоступны. Кстати, тогда, во время релиза Unity, многие издания говорили о том, что эти заблокированные воспоминания – будущие DLC, и Ubisoft будут продавать их по отдельности. На самом же деле это просто симуляция устройства Helix в контексте реального времени. То есть в настоящем Дезмонд Майлз уже мертв. Из 4-й части в роли героя настоящего выступает сам игрок. Здесь эта тема продолжается. Соответственно, запуская игру, мы как будто запускаем консоль Helix, разработанную Abstergo, тамплиерами настоящего, если вкратце. В самом начале нам объясняют, что Helix — это окно в прошлое, которое позволит подробно изучить события давно ушедших дней, и тут нам как бы тизерят главы из жизни знакомых персонажей. Но фактически мы можем и должны запустить только первое воспоминание под названием «Трагедия Жака де Мале», потому что это часть сюжета Unity. Действие происходит во Франции в XIV веке. Если коротко, король Франции погряз в долгах перед местным орденом тамплиеров, который возглавлял магистр де Мале. Вместе с римским папой король решил уничтожить орден и таким образом освободить корону от долга. Де Мале обвинили в ереси и богохульстве. Мы начинаем играть тамплиером-советником, которому де Мале отдал приказ спрятать меч Эдема и кодекс тамплиеров. Но на месте оказался ассасин Тома де Корнийон, который воспользовался моментом и попытался похитить артефакт. Советник успел спрятать меч Эдема, но сразу после этого Тома убил его. В тот день французский орден тамплиеров был уничтожен, а Жак де Мале схвачен под стражу. Через 7 лет король казнит его как еретика, а в средние века, напомню, еретиков сжигали. Перед смертью де Мале проклинает род короля и род папы римского до 13-го колена, и эта сцена на самом деле очень интересна. Дело в том, что показанные события действительно произошли. Ну то есть понятно, что никакого меча Эдема в реальности не было, и ассасины там скорее всего не бегали по Франции, но в начале 14 века король Филипп IV действительно казнил Жака де Мале, настоящего магистра ордена тамплиеров, который значится последним магистром в истории. Его пытали, он признавал и отрицал обвинения в богохульстве. Например, признал, что у тамплиеров был обычай плевать на распятие и отрекаться от Христа. Собственно, за такие вещи его якобы казнили, но история про долг короны тоже реальна. Жака де Мале сожгли в пятницу 13-го, король специально выбрал этот день. Пятница – день недели, в которой распяли Христа, а 13 уже в то время было несчастливым числом. По одной из легенд, нашедшим отражение в художественной литературе и эзотерике, именно проклятие Жака де Мале, которое он произнес на костре, сделало пятницу 13 днем несчастий. К слову, и король, и папа римский умерли в тот же год. Но вернемся к игре. В Assassin's Creed Жак де Мале был одним из мудрецов, о которых я уже рассказывал в прошлых видео.
Мудрецы — это реинкарнации Аиты, одного из представителей прошлой цивилизации. У них свои личности, но при этом они имеют воспоминания Аиты, которые проявляются как видения. Для мудрецов характерны глаза разного цвета. Пролог как бы закладывает фундамент. Нам показывают очередную частицу Эдема, меч, который окажется в центре событий. И только после этого начинается история Арно Дариана. В то время французские ассасины и тамплиеры заключили перемирие, попытались остановить бесконечное противостояние. Отец Арно, Шарль Дариан и наставник братства Мирабо заключили союз с магистром тамплиеров Франсуа де Лассером. Но с таким положением дел были согласны далеко не все. К тому же напомню, Шарль хранил шкатулку предтеч, за которой гонялись колониальные тамплиеры. Как я и говорил прежде, Шей Кормак убил Шарля, в то время как Арно бегал по Версалю вместе с Элизой де Лассер. Это была их первая встреча. Арно обещал отцу, что будет сидеть на месте и ждать его, но рыжая девчонка захватила все внимание Арно. В это время Шарль как раз встречается с другими ассасинами, чтобы обсудить защиту шкатулки, и где-то рядом через Версальский дворец пробирается его убийца, Шей Кормак. Интересно, что играя за Шея в Роуг, мы встречаем юных Арно и Элизу, а вот играя за Арно в Юнити, мы не встречаем Шея. Когда к телу Шарля сбегается стража, Арно наивно полагает, что это из-за того, что он украл яблоко, играя с Элизой. Но пробравшись через людей, он видит своего мертвого отца, который перед смертью дал сыну часы, и кроме них у Арно ничего не останется. Прямо там к Арно обращается Франсуа де Лассер, отец Элизы и магистр тамплиеров, который встречался в Версале с королем. В будущем де Лассер усыновит Арно и будет воспитывать как своего сына, обучать фехтованию, но не расскажет ему о своей принадлежности к тамплиерам и о том, что его родной отец был ассасином. При этом за годы у Арно и Элизы сложились не только дружеские, но и романтические отношения. Она знала про орден, была с юности готова стать тамплиером, а ее отец надеялся, что в будущем и Арно станет одним из них. Знаете, когда я впервые увидел взрослого Арно, я сразу вспомнил Эцио Аудиторе. Оба будут мстить за отца, похожий характер, и кажется, даже есть внешнее сходство, как будто авторы попытались повторить успех самого известного персонажа серии. Арно тоже воспитывался как аристократ, но ему больше по душе драки, азартные игры и алкоголь. Мы видим это уже в следующей сцене, действие которой происходит спустя 13 лет после событий в Версальском дворце. Арно проиграл в карты часы отца, но так как вещь памятная, он просто украл их у того, кому проиграл. Два туповатых брата, Виктор и Гюго, пытаются вернуть то, что выиграли, но Арно уже достаточно ловкий и хитрый, чтобы суметь сохранить часы отца. В каком-то смысле это мой тотемный персонаж, потому что не следит за языком, но быстро бегает. Зачем тебе часы? Ты же считать не умеешь. Скажи мне это в лицо! Нет. Кстати, в русском дубляже Арно озвучивает Петр Гланц, который прежде звучал в третьей части, а еще раньше озвучивал Принца Персии. И учитывая характер Арно, ему очень идет такой звонкий и яркий голос. В общем, Арно удается добежать до поместья де Лассер, где его проблемы в очередной раз решает Франсуа. Но в качестве наказания он приказывает Арно выполнить работу по дому, в то время как сам отправляется в Версальский дворец на некое торжество. Это который? 6-й раз? 7-й? Выбрал бы ты лучше иной вид досуга. Ну, игра в карты позволяет мне бывать на свежем воздухе и тренироваться. Обсудим это позже. У меня дела в городе, но сперва мне нужно забрать Элизу. Элиза здесь? На одну ночь. Утром она вернется в Париж. Ей нужен спутник, раз уж вы так сильно заняты. И от одного из вас хватает хлопот. Может быть, Оливье найдет тебе поручение? Наверняка. Что-что? Кланяйтесь Элизе. Когда Франсуа уже отбыл из поместья, туда прибежал человек с важным письмом. Арно пообещал, что сам доставит его де Лассеру лично в руки, но после одной неудачной попытки решил просунуть его под дверь в кабинет Франсуа, надеясь, что он обнаружит письмо, когда вернется. Просто Арно тоже очень торопился на прием во дворец. Дело в том, что на приеме будет Элиза, которая в то время училась в Париже и общалась с Арно исключительно по переписке. Они скучали друг по другу, а Элиза прибыла в Версаль всего на одну ночь. Арно не мог упустить такой возможности и тайком проник на прием, чтобы встретиться с Элизой. Кажется, этот переполох из-за тебя? Ну что сказать? Твое пагубное влияние. Ну да, подстать твоему.
На тебе костюм моего отца? А на тебе платье? Не начинай. В нем и пошевелиться уже подвиг. Что ж, значит, нашелся какой-то веский повод? Да нет же. Если честно, сплошь формальности и чванство. Ужасно. Раз не приглашаешь на приемы меня, страдай. Я пыталась, но отец был против. Отец? Беги, я отвлеку их. Что, ты меня гонишь? Все не так просто. Объясню позже, а пока удирай. Ну нет, второй раз, как тогда в саду, у тебя не выйдет. Прекрати ребячество. В этот раз сторожевых собак нет. Беги. На деле же Арно не пригласили, потому что это была церемония вступления Элизы в Орден Тамплиеров, о котором Арно еще не догадывался. Покидая дворец, он случайно наткнулся на месье де ла Сера и сначала посчитал его слишком пьяным, но оказалось, что Франсуа умирал. Арно бросился к нему, как вдруг какой-то незнакомец закричал про убийство и привлек стражу. Естественно, виновным в убийстве посчитали Арно и его бросили в Бастилию. Там он увидел загадочные рисунки на стенах и угрюмого человека, сидящего рядом, но сначала не придал этому значения. А на следующее утро Арно обнаружил, что этот человек украл часы его отца. Незнакомец — это Пьер Белек, мастер-ассасин, который был наставником Шарля Дариана. Он узнал часы и стал догадываться, что Арно — сын Шарля. Белек решил спровоцировать Арно и проверить его боевые навыки, а в ходе конфликта убедился в своих догадках, услышав, что Арно обладает орлиным зрением. Отдай мои часы и рисуй себе дальше, старый пень. Рисуй. Тут, там, везде. Я про твои каракули по всем стенам. А где? А ну идем, щенок. Убери от меня руки. Смотри сюда. Ты чего? Вглядись. А ну, вглядись. Что это? Послание прошлого. Я облазил половину тюрем в Париже, чтобы найти их. Как тебя звать? Арно. Арно Виктор Дариан. Дариан. Да. Я Пьер Белек. Друг Шарля. Ну, конечно. Убит в Версале. Когда? 76-й? Кажется, в декабре. Без свидетелей. Откуда? Твой отец был ассасином. Свобода. Он отдал жизнь за свободу. Держись рядом. Если доживешь, вступишь в братство. Почтишь память отца. Все это невероятно увлекательно, не сомневаюсь. Но мне не до того. Мне срочно надо найти Элизу. И ты хочешь искать ее здесь? М? В течение 2 месяцев Арно и Белек тренировались, а когда появилась возможность, они бежали из Бастилии. Белек пригласил Арно в братство ассасинов, когда тот сам будет готов. А после прыжок веры разделил их. Ведь сначала Арно побоялся прыгать, но решился, когда понял, что выбора нет. Первым делом Арно отправился к Элизе и с удивлением обнаружил, что девушка давно в курсе про их принадлежность. Она тамплиер, он ассасин. Арно пытался объяснить, что он не виновен в смерти ее отца, но Элиза дала понять, почему это все-таки его вина, хоть он и не убивал месье де ла Сера лично. Клянусь, я не виновен в его смерти. Это не так. Нет. Нет! Жизнью клянусь, это не я! Это... Письмо, адресованное отцу в день его смерти. Читай. Магистр де ла Сер, мои люди сообщили, что в нашем ордене против вас зреет заговор. Прошу вас, не теряйте бдительности на посвящении. Не верьте никому, даже тем, кого считаете друзьями. Да хранит вас Отец понимания. Эл. Нашла на полу в кабинете отца. Нераскрытым. Я не знал.
И отец тоже. Откуда мне было знать? Уйди. Прошу. Это письмо написал Кретьен Лафреньер, единственный член Парижского ордена тамплиеров, который не поддержал заговор против магистра де Лассера, отца Элизы. В будущем герои узнают, что свергнуть магистра решил тамплиер Франсуа Тома Жермен. Он очередной мудрец, реинкарнация Аиты, но напомню, что мудрецы при этом имеют собственную личность. По совместительству Жермен был ювелиром, который изготовил для Парижского ордена особый вид скрытого оружия – булавки с ядом. Они выполняли две функции. Указывали, что владелец украшения тамплиер, аналогично кольцам, какие мы видели в третьей части, например, ну и были своего рода местным аналогом скрытого клинка ассасинов. Когда Жермен стал получать видения о прошлой цивилизации, он не сразу понял, как их трактовать, но позже они привели его в склеп Жака де Мале, о котором я рассказывал выше. Напомню, он тоже был мудрецом. Там Жермен нашел кодекс тамплиеров, спрятанный советником перед смертью. Жермен считал себя избранником де Мале, а страницы кодекса заставили его иначе смотреть на идеалы ордена. К тому времени многие были не согласны с перемирием ассасинов и тамплиеров, как с одной стороны, так и с другой. Жермен разделил мировоззрение Жака де Мале и тоже считал, что орден должен иметь контроль над людьми. Даже если ценой будут хаос и жестокость, это приведет к порядку, считали мудрецы. Жермен поделился мыслями с действующим магистром де Лассером, но в итоге был им же изгнан из ордена тамплиеров за ересь. Тогда мудрец стал действовать иначе. Он заручился поддержкой советницы де Лассера, объединил других тамплиеров, не согласных с магистром и тех, кого не приняли в орден, чтобы свергнуть Франсуа де Лассера. Его убийство во дворце было спланировано его же окружением. Но пока герои не знают об этом, хотя ранее Арно встречал Жермена, когда пытался передать письмо для Франсуа, правда он даже не запомнил его лица. Элиза прогнала Арно и, пробухавшись, он отправился к ассасинам, вспомнив о предложении Белека. Не без труда Арно находит способ попасть в братство и предстает перед советом ассасинов, которые не горят желанием принимать Арно, ведь им движет чувство вины и желание отомстить, а не идеалы братства. Тем не менее, за него ручается Белек. Совет предлагает Арно отпить из кубка, после чего у героя начинаются галлюцинации, в которых он видит смерть родного отца и приемного. А добравшись до убийцы, Арно обнаруживает, что это он сам. То есть таким образом подчеркивают, что он винит себя. На мой взгляд, очень необычный эпизод посвящения в братство, как будто отсылает к мифам из нашей жизни про хашишинов, которые упарывались. Да и суть в том, что согласно видениям Арно, опасения совета подтверждаются, им движет чувство вины. Но визуально сегмент очень понравился. Затем нас не то что переносят, нас перекидывают на год вперед, под конец обучения Арно. И, кстати, говорится об этом в небольшом описании задания, типа «Прошел без малого год, Арно многому научился, осталось лишь финальное упражнение». И вот такие моменты, пожалуй, основная проблема сюжета Assassin's Creed Unity, но об этом позже. Заданием для Арно и Белека было убийство одного вымогателя, но в окружении жертвы герой узнал человека, который тогда во дворце закричал про убийство де Лассера. И Арно был уверен, что именно этот человек, Север, на самом деле виновен в смерти отца Элизы. У Арно была возможность убить его, но Белек не позволил, потому что Совет Братства дал им одну конкретную цель, и им запрещено действовать самовольно. Вот тут происходит первый конфликт ассасинов и Арно. Шантажировать знатных пленников мелковато для него. Что задумали тамплиеры? Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром де Лассером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север? Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье де Лассера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия – это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Просто хочу обратить внимание, что между трипом Арно и первым важным конфликтом для игрока прошло минут 10-15. И складывается впечатление, что Арно изначально не согласен с действиями ассасинов. Одной из особенностей этой части стало то, что здесь упразднили предсмертные исповеди.
Вместо диалога ассасина и его жертвы нам показывают небольшой флешбэк с воспоминаниями убитого. Не совсем понял, чем это обусловлено для персонажа, но тем не менее, таким образом он продвигает свое расследование. То есть, убивая одного тамплиера, он видит его воспоминания, в которых фигурирует следующая цель. И так, шаг за шагом, Арно продвигается к истине. Из воспоминаний Севера Арно понял, что этот тамплиер действительно был в ту ночь во дворце и попытался убить де Лассера, но магистр дал ему отпор. Тогда в дело включился человек с прозвищем «Король нищих». Именно он нанес смертельный удар булавкой де Лассеру. Получив добро от совета, Арно отправился за королем нищих. Это как раз один из тех, кого де Лассер не принял в орден тамплиеров. Таким же был некто Латуш, в прошлом честный человек, который следил за казной короны и был уволен из-за своего доноса о том, что из казны пропала немалая сумма. Обеднев, стал подручным короля нищих. Этот король довольно жестокий человек. Арно убедился в этом, когда увидел, как одному бедняку отрезали ногу на глазах у толпы, за то, что он принес недостаточно денег, занимаясь попрошайничеством на улицах. А теперь он будет приносить больше, потому что калекам подают охотнее. Это, если что, цитата из игры. Арно хотел вмешаться, прервать происходящее и допросить Латуша, но героя остановил человек, который манерно представился как Донасьен Альфонс Франсуа Маркиз де Сад. Думаю, в будущем обойдемся просто маркизом. Он не то чтобы сочувствует ассасинам, но и жестокость тамплиеров его не радует. Маркиз предлагает Арно действовать мудрее, не высовываться и проследить за Латушем до его резиденции, а уже через него тихо выйти на короля нищих, что Арно и сделал. При этом Латуша он не убил, тамплиеру удалось сбежать. В воспоминаниях короля нищих Арно увидел, как после убийства де Лассера тамплиеры отчитываются перед неким великим магистром. Правда, кто он, видно не было, потому что воспоминания убитых очень удобно для сюжета показываются от третьего лица. Затем Маркиз стал новым, более человечным королем нищих. Он же передал Арно булавку, полученную от кого-то из своих, которой был убит де Лассер. Теперь Арно нужно выйти на ювелира, создавшего украшение. Им оказался Жермен, но Арно все еще не знает о его роли. Поэтому Жермен смог обмануть ассасина, прикинувшись пленником тамплиеров, хладнокровно глядя на то, как Арно вырезает кучу людей, пытаясь спасти его. Жермен сказал, что действительно делал эти булавки по заказу тамплиера, а именно Кретьена Лафреньера. Напомню, он единственный, кто не участвовал в заговоре против де Лассера, и с помощью письма он пытался предупредить магистра. Арно же понял это только когда убил Лафреньера и увидел его воспоминания. А еще проблема в том, что он не получил одобрения Совета Ассасинов на это убийство и действовал самовольно. Ну, хоть кто-то с добрыми вестями. Арно, что ты узнал у ювелира? Они учатся. Жермен сделал эту булавку для человека по имени Лафреньер. Ты уверен? Уверен. Магистр де Лассер верил в его преданность. Что ж, твоя задача ясна, Арно. Найди Лафреньера. Я нашел его, месье, и все решил. Ты что это несешь, щенок? Я узнал, где Лафреньер, затем пошел и убил его. Не слышно? Ты что, с ума сошел? Еще раз ослушаешься Я тебя лично придушу. Совет ценит твое рвение. Но помни, цели выбираешь не ты. Ты должен был прийти к нам. Простите, учитель. Мне казалось, я нашел виновного в смерти месье де Лассера. Некоторые факты указывали на то, что в будущем он собирается нанести удар по братству. И я решился. Казалось, некоторые. Но теперь я не понимаю его мотивов. В его памяти я увидел, как он писал месье де Лассеру, предупреждая об опасности. Перед войсками он говорил про нападение на клуб в Море, а не про наш. И что ты думаешь? Не знаю. Я хотел бы узнать больше. Не одобряю. У юноши бесспорно талант. Но жажда мести ослепляет его. Пусть продолжат другие. Времени нет. Планы Лафреньера воплотятся в жизнь сегодня. Он спросил разрешения, Гийом.
Ступай, узнай, что сможешь. Но без лишней спешки. Да, учитель. Оказалось, что тамплиеры были даже благодарны ассасинам за смерть Лафреньера, ведь он мешал их заговору. Дело в том, что хоть им удалось убить де Лассера, но его дочь Элиза еще жива и вполне может собрать тех, кто был верен ее отцу, а значит она цель, которую нужно устранить. Узнав об этом, Арно помчался спасать Элизу, а после рассказал ей о заговорщиках и о том, что ассасины ищут виновных в смерти ее отца. Будучи тамплиером, Элиза стала целью для своих же, и Арно предложил ей просить помощи у ассасинов. Совет Братства был негативно настроен к девушке, но Мирабо, лидер, посчитал, что лучше помочь ей, и пусть тамплиер будет в долгу у ассасинов, чем станет врагом. Совет уединился, чтобы обсудить это, а пока Арно и Элиза ожидали решения, герой рассказал девушке о том, что ему известно. И вот когда он упомянул беднягу-ювелира Жермена, которого тамплиеры держали в плену, Элиза моментально сорвалась с места. Рыжая вообще любит побегать. Вначале за ней гоняйся, потом еще и еще. Вот теперь давай беги, Арно, и если догонишь, я тебе кое-что расскажу. Элиза объясняет Арно, что Жермен был помощником ее отца и давно был изгнан из Ордена, его даже считали мертвым. И, конечно, у Элизы появилась пара вопросов к нему. Они прибыли в мастерскую Жермена, где и выяснили, что это он устроил заговор и провозгласил себя великим магистром тамплиеров. Герои поспешили сообщить об этом лидеру ассасинов, но обнаружили, что он был убит. Причем выглядело все так, словно убийца – это Элиза. В качестве улики под подушку жертвы подбросили булавку тамплиеров, но убили Мирабо с помощью яда, который тоже используют тамплиеры. Очевидно, кто-то пытался подставить девушку. Хотя у игрока есть возможность обвинить Элизу в убийстве, но я думаю, даже в бульварных детективах загадки посложнее будут. Также очевидно, что этот кто-то – ассасин. Совсем недавно Арно отдал совету полученную от маркиза булавку, то есть подброшенное орудие у ассасинов было. Мотив тоже, ведь никто не разделял желание Мирабо помочь Элизе. Осталось выяснить, кто из ассасинов предатель. Им оказался Белек, хотя с предательством тут история с двух сторон. Он сам считал, что это Мирабо предает идеалы ассасинов. Ты отравил Мирабо. Он отравил нас! Мир с тамплиерами — это сказки. И ты решил сам спасти братство. Думаешь, такое случилось впервые? Ассасины часто были вынуждены идти на крайние меры. Или ты считаешь, что Орден вернул себе былую мощь просто так? Нет. Масьяф, Монтериджони, американские колонии. Такое бывало не раз. Но мы все же воспряли с новыми силами. Но сейчас мы забыли о своих целях, Арно. Мы погрязли в политике и революциях, но мы не нация. Мы армия. А в армии мир с врагом называется предательством. Да нет, не только я могу спасти братство. Мы с тобой. Вместе. Белек, сам знаешь, я не могу. Как жаль. Раскрой глаза! Тамплиеры вырезали целые деревни, надеясь убить одного ассасина. Мальчишка, что ты успел повидать за свою жизнь? Я видел, как великий магистр тамплиеров вырастил сироту, как своего родного сына. Берегись! Итак, теперь мне все ясно. Твой разум отравил не Мирабо, а она. Она последний осколок чертова безумия. Белек, ты скажешь спасибо. Когда-нибудь. Давай. Если ты человек убеждений,
а не просто влюбленный болван. Ты убьешь меня. Я не остановлюсь. Я убью ее. В его воспоминаниях Арно увидел своего отца, который был другом Белека, ну и, конечно, момент убийства Мирабо с помощью яда. Спустя некоторое время, когда французская революция была в самом разгаре, Совет узнал, что покойный Мирабо вел откровенную переписку с королем Людвигом XVI, которого вот-вот свергнут, и если письма попадут не в те руки, то братство окажется под угрозой. Тамплиеры смогут узнать слишком много про ассасинов. Из-за того, что Арно убил Белека без одобрения Совета, его отстранили от дела Жермена и поручили проникнуть во дворец короля и уничтожить переписку. Там Арно познакомился с младшим лейтенантом французской гвардии Наполеоном Бонапартом. Встреча на самом деле оказалась просто случайностью. Наполеон искал ключ от хранилища в Сен-Дени, об этом позже. И встретив Арно в кабинете, он понял, что это не революционер, а позже выяснил, что и цели в кабинете у них разные, поэтому им незачем конфликтовать. Арно нашел и сжег письма Мирабо королю, а Наполеон получил свой ключ. В будущем Наполеон поможет Арно устранить еще одного тамплиера, а затем герой отправится за следующей целью – женщина-тамплиер Мари Левек. Она тоже была советницей де Лассера, но при этом оказалась единственной, кто выступил против изгнания Жермена из Ордена, поэтому, замышляя заговор, он изначально заручился именно ее поддержкой. Если ассасины в этой истории, да и не только, в основном действуют напрямую, то тамплиеры строят более масштабные планы. Они поддержали революционеров, и после ареста короля Жермен считал, что нужно, так сказать, добить Францию, которая и так была в упадке, чтобы захватить власть. С помощью Мари Жермен спровоцировал бунты. Они специально доставили в порт Парижа много мешков с зерном, приказали провести их по городу в Люксембургский дворец и якобы случайно один порвать, чтобы голодные люди Парижа увидели, что в это тяжелое время еда есть, но не для них, и начали бунтовать. После убийства Мари Арно должен был встретиться с Элизой, и тут показали, пожалуй, самую запоминающуюся сцену всей игры. Именно то, чего Юнити так не хватает в целом. В общем, прибыв к месту встречи, Арно увидел, что Элиза, как обычно, от кого-то убегает. Ну, точнее, от тамплиеров, которые не оставляли попыток убить дочь де Лассера. Так вышло, что убегая, герои наткнулись на ученого, который рассказывал парижанам о своем воздушном шаре, а Элиза решила воспользоваться им, чтобы скрыться. Игроку нужно отрезать веревки, удерживающие воздушный шар, а затем довольно долго бежать по крышам за летящей Элизой. Конечно, Арно удается добежать, и вместе с Элизой они летят над Парижем в воздушном шаре, где начинаются вот эти поцелуи, признания в любви. И судя по тому, что Арно проснулся утром в уже приземлившемся шаре, ночь они провели неплохо. Не то чтобы я люблю романтические моменты в играх, фильмах, скорее не люблю. Но в Unity этот момент очень понравился, появился какой-то дух приключений, да и выглядит это красиво. Ладно, дальше Арно отправился за политиком, чей голос стал ключевым в решении о казни короля Людовика XVI. Из его воспоминаний герой узнал, где и когда казнят короля, а также о том, что там будет присутствовать Жермен лично. Арно и Элиза отправились туда и действительно нашли Жермена. Тамплиер даже рассказал героям, что убийство де Лассера было только началом его плана по возрождению истинного ордена, а казнь короля – это финал. Из его монолога становится ясно, что он мстит короне за Жака де Мале и ведет страну к своему видению порядка, к тому, что править должен орден, а не корона и церковь. В итоге короля казнят, и Жермен произносит «Де Мале, ты отмщен», как будто исполняет проклятие, произнесенное магистром тамплиеров на костре. Конечно, на площади было много мятежников и тамплиеров, которые напали на героев, и вопреки требованиям Элизы, Арно остался с девушкой и защищал ее, а не стал преследовать Жермена. Тамплиер ушел, и Элиза разозлилась на Арно. Такой шанс! Ничего, мы найдем другой Да свет. нет же! Он знает, что мы у него на хвосте и скроется! У тебя был единственный шанс покончить с Жерменом, и ты его упустил! Чтобы спасти тебя. Кто тебя об этом просил? Да о чем ты? Я рискну всем, чтобы убить Жермена. И если ты к этому не готов, я справлюсь сама. Элиза! Элиза! Арно вернулся в Братство, где его ожидал Совет Ассасинов. Они узнали о том, что он снова гонялся за Жерменом, несмотря на то, что его отстранили от этого дела. Да и к тому же действовал слишком заметно во время казни короля.
Арно слишком часто вел себя своенравно, и совет поставил вопрос о его изгнании из братства. Решение было единогласным. И знаете, что происходит дальше? Арно возвращается в заброшенное поместье де ла Сер и начинает бухать. Игроку нужно пройти сегмент, в котором Арно, страдающий от похмелья, пытается выяснить, где и как он потерял часы отца, ворует вино и дает отпор мародерам. В целом нет претензий к этому моменту, но вдруг к Арно обращается Элиза и говорит: Сперва ты исчезаешь, потом спрашиваешь? Мне же ясно дали понять, что мои услуги не нужны. Эй, не смей так со мной говорить. «Минуточку». Я справлюсь сама. Сперва ты исчезаешь, потом спрашиваешь? Вот этот момент меня прям выстегнул, как будто здесь не хватает куска истории. Anyway, герои вновь объединяют усилия, останавливают казни, проводимые Латушем. Тут Арно даже спасает братьев Виктора и Гюго, которые гонялись за ним в начале. Элиза и Арно добрались до последнего влиятельного союзника Жермена и выяснили примерное местонахождение магистра тамплиеров. К тому времени Жермен уже завладел мечом Эдема, поэтому справиться с ним оказалось не так просто. Благодаря орлиному зрению Жермен мог узнать, где скрываются враги, а бросаться на него в открытую было слишком опасно. Тогда Элиза стала отвлекать Жермена на себя, а Арно пытался подобраться к тамплиеру. Когда герою это удалось, энергия меча Эдема вырвалась, отчего катакомбы стали рушиться, и Арно завалило обломками. Сначала Элиза попыталась его спасти, но увидев, что Жермен снова пытается скрыться, она оставила Арно и побежала за тамплиером. Он уходит! Стой! Я почти! Я справлюсь! Нельзя! Одной нельзя! Жди меня! Прости. Элиза! 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 Элиза, нет! Тем временем, на протяжении игры, в настоящем, ассасины и Абстерго пытаются на перегонки найти останки Жермена, чтобы благодаря ДНК мудреца выяснить местоположение частиц Эдема. И в конце герои настоящего выясняют, что спустя 14 лет Арно вместе с Наполеоном вернулся на место битвы, забрал останки Жермена и похоронил их в известных катакомбах под Парижем, где в настоящем похоронены уже миллионы людей, а значит Абстерго не смогут получить ДНК мудреца. Учитывая провальный запуск Assassin's Creed Unity, Ubisoft решили попытаться вернуть лояльность фанатов и выпустили бесплатное сюжетное DLC «Павшие короли». Дополнение показывает небольшой фрагмент из жизни Арно, который после смерти Элизы хотел покинуть Францию, снова бухал и вообще отчаялся. Его нанял знакомый нам маркиз де Сад и пообещал, что поможет покинуть страну даже в такое непростое время, но взамен попросил найти некий манускрипт, который, по слухам, хранился в склепе короля Людовика IX в Сен-Дени. Туда же прибывает и Наполеон с итальянской армией. Он разыскивает артефакт, с помощью которого планируют захватить власть во Франции. Это одно из яблок Эдема. В этой истории Арно стал несколько отчужденным и хладнокровным. Сначала он пытается просто выполнить задание маркиза и покинуть страну. Но по ходу дела он знакомится с владелицей детского приюта мадам Марго и с сиротой Леоном. Пацан, несмотря на юный возраст, очень переживает за Францию и мечтает о ее свободе,
а также воодушевляет Арно остаться и сражаться за свою страну. В итоге Арно решает, что яблоко Эдема слишком большая сила для Наполеона, и втайне от него Арно избавляется от мародеров, занимающихся раскопками, и похищает артефакт, а после отправляет яблоко в Каир, в египетское братство ассасинов. Тем временем власти Франции арестуют Наполеона за дезертирство, но вскоре его оправдают, и он продолжит поиски яблока Эдема. В будущем он отправится за ним в Египет, наконец получит артефакт и с его помощью захватит власть над Францией. Да, по версии Assassin's Creed, всем, чего добился Наполеон Бонапарт, он обязан яблоку Эдема. Тем не менее, он так и не узнает, что тогда в Сен-Дени ему помешал Арно Дариан, который даже видел, как Наполеона арестовывают, поэтому у них продолжатся дружеские отношения. Этим и объясняется концовка основной сюжетной линии, когда Арно и Наполеон вместе приходят за останками Жермена. Это происходит уже спустя много лет после событий дополнения. Сам Арно после событий в Сен-Дени и знакомства с Леоном решает остаться во Франции. Со временем он возвращается в братство, становится мастером-ассасином и даже членом совета. Меч Эдема останется у него, но былой силы у артефакта больше нет, после того, как меч повредила Элиза. Такой вот сюжет в Assassin's Creed Unity, и он, пожалуй, слабая часть игры. Если брать отдельные события и вольно пересказать их, если брать в расчет сопутствующую книгу Оливера Болдена, то это неплохая масштабная история, но в самой игре это не ощущается. Давайте теперь поговорим про сюжет, геймплей и остальные элементы Assassin's Creed Unity. Скажу еще раз, мне нравится Unity, но я пытаюсь быть объективным. Я решил не смотреть полноценные обзоры других авторов перед прохождением, чтобы не подменять свои впечатления. И теперь без удивления обнаружил, что мое мнение о сюжете не уникально. События Unity разворачиваются слишком быстро, мы прямо скачем по сюжету, который постоянно переносит нас то на месяцы вперед, то на годы, оставляя, кажется, важные эпизоды за рамками. Сюжет в играх серии — это важный элемент, Ubisoft поняли это уже ко второй части и стали работать над ним серьезнее. Эцио Аудиторе стал ассасином не тогда, когда надел костюм отца, а через сколько? 10 лет после начала событий. За это время, за реальные часы игры, мы вместе с персонажем проходим немалый путь. Играя в третью часть, мы проходим большой пролог за Хейтема Кенуэя, затем еще несколько часов игры наблюдаем за Коннором в детстве, юности, и спустя большой промежуток реального времени за третьей частью мы видим ассасина, в становление которого веришь, потому что участвуешь в этом. Скажу больше, в какой-то момент я даже устал от индейца и хотел, чтобы он поскорее стал ассасином. Про четвертую часть ничего говорить не буду, но лучше уж как там, чем в описании к заданию сказать «прошел год, и теперь Арно ассасин». И вот так всю игру. Говорят, что основная сюжетная линия Unity получилась слишком порезанной. Многие события не показали из-за того, что торопились выпустить игру. А вот полноценный сюжет Единства есть в книге Оливера Болдена. Я не читал ее целиком, но ознакомился с некоторыми эпизодами, и даже так действительно можно сказать, что сюжет Единства мог быть крутой и драматичный, если бы нам, например, рассказали о смерти матери Элизы и о том, как они с Арно стали отдаляться. Если бы нам показали, что Арно готовили к становлению тамплиером, или то, как Элиза узнала о своем предназначении. О ее связи с Дженнифер Скотт, дочерью Эдварда Кенуэя, и стремлении объединить ассасинов и тамплиеров. Благодаря таким моментам сюжет получился бы гораздо целостнее, а игра фактически не оправдывает свой подзаголовок. Мы не видим ни единства враждующих фракций, ни узнаем причин, почему они не могут объединиться во Франции. Если утрированно, то это история о том, как сначала тамплиеры посрались между собой, а потом ассасины. Можно было бы притянуть то, что Арно и Элиза действуют вместе вопреки своей принадлежности, но в основе их отношений все-таки чувство друг к другу, а движет обоими жажда мести за Франсуа де Лассера. При этом авторы в качестве временного периода выбрали одно из важнейших событий в истории человечества – Французскую революцию. Но фактически это просто декорация, потому что герой почти не принимает участия в этом важном событии. Она там протекает сама собой, а ведь серия Assassin's Creed постоянно подавала исторические события через собственную призму. Типа Коннор не то чтобы жил во времена войны за независимость США, он непосредственно участвовал в этих событиях. Историю Эцио за 3 игры вообще развернули так, что он чуть ли не спаситель всей Италии. Вот что происходило в Италии 15 века, в том по версии Assassin's Creed почти везде были замешаны ассасины и тамплиеры. И это как бы фишка серии.
Ведь условно все исторические злодеи – тамплиеры, а те, кто им мешал, ассасины. Здесь же Наполеон Бонапарт появляется минут на 10 с учетом DLC. Маркиз де Сад, интересный колоритный персонаж, в основном сюжете появляется из ниоткуда и также уходит в никуда. Тома Александр Дюма, отец известного писателя, автора «Трех мушкетеров» Александра Дюма, и при жизни генерал французской армии, появляется в дополнительных заданиях, часть из которых, кстати, могли бы сделать основными. В общем, сюжету очень не хватает вот этого размаха, присущего серии, и наполненности событиями. Есть пара ярких моментов, таких как погоня за воздушным шаром или битва с Белеком, но они, наверное, и запоминаются потому, что в целом больше ничего подобного не происходит. При этом в настоящем Абстерго пытаются найти ассасинов и нападают на сервера, из-за чего посвященный, то есть игрок, вынужден убегать через серверные мосты, которые переносят нас в 19, 20 или 14 века. Всего таких моментов 3, но каждый из них впечатляет. Мы можем увидеть, как заканчивается работа над статуей свободы до того, как ее подарят американцам. Это как бы ошибка, но обусловленная. Или попасть в Париж во время Второй мировой, где нам придется взобраться на Эйфелеву башню. Вот эти эпизоды, они вне контекста основной сюжетной линии Арно, но очень впечатляющие. Это, знаете, как демо-версия технических возможностей Ubisoft того времени. Да и нельзя сказать, что в игре мало побочных активностей. Есть расследование преступлений, которые в целом получились годно. Нам нужно искать улики, допрашивать свидетелей и обвинить кого-то из подозреваемых. При этом необходимо изучать дело, читать записи, чтобы обвинить действительно виновного. Есть загадки Нострадамуса, за решение которых можно получить костюм ассасина Тома де Корнийона из пролога. Хотя формально это перекрашенный костюм Альтаира. В игре вообще немало активностей помимо основного сюжета, но, пожалуй, самые важные — это кооперативные задания. То есть в Unity есть серия миссий, которые проходятся в кооперативе с другими игроками, и я даже не ожидал, что в кооп Unity еще кто-то играет. А нет, напарники находятся быстро. Если поверхностно, это привычные задания вроде «найди, укради, убей», но в кооперативе такие миссии воспринимаются несколько иначе. Это весело, если попались нормальные напарники, с разным набором обилок, которые дополняют друг друга. Об этом позже. Причем кооперативные задания хоть и второстепенные, но подаются в контексте сюжета. Типа вот есть человек, он важен для братства. Мы должны его спасти, и он тоже станет ассасином. Ubisoft даже заморочились и сделали кат-сцены для таких миссий. Как ни странно, на данный момент это единственный нормальный и рабочий мультиплеер в серии. И что бы ни говорили про порезанный сюжет, но в совокупности с другими активностями сама игра совсем не пустая. Если сюжетку можно пройти часов за 8, то еще столько же можно потратить на остальные задания. Да, по некоторым меркам, даже по меркам прошлых частей серии, это немного, но все же дополнительные задания компенсируют скоротечность основных. Теперь давайте про геймплей. После, в общем, сотен часов в Origins, Odyssey и Valhalla я внезапно испытал неподдельное удовольствие от игры в Unity. То есть я играю до сих пор в Ezio Collection на свитче, но скорее просто, чтобы скрасить какое-то время. Но именно запустив Unity, я вспомнил те ощущения, которые серия вызывала раньше. Да господи, ребят, здесь важен стелс. Это Assassin's Creed, в которой не то чтобы полезно быть скрытным, а необходимо. Видимо, после очень оказуаленных прошлых частей, где в крайнем случае вопрос легко решался резней, серия решила напомнить, какой задумывалась Assassin's Creed. Здесь появилась новая механика, которая используется не во всех, но во многих заданиях. Есть у нас цель, которую нужно убить. Перед этим мы приходим в отмеченное место, и нам показывают кат-сцену, в которой Арно наблюдает за местом действия и ищет возможные способы устранения цели, чтобы остаться незамеченным. При этом герой как бы выясняет, сколько вокруг стражи, сколько способов попасть в нужное помещение, и демонстрируются уникальные возможности для убийства. Например, жертва Арно – Луи Мишель Пелетье, тот, чей голос был решающим в голосовании о казни Людовика XVI. Мы можем валиться к нему через парадный вход, подраться со стражей и даже выжить при этом, что чертовски сложно. Можем действовать более скрытно, проникнуть в здание и потихо и монотонно вырезать стражу и пробираться к цели. Или в данном конкретном случае мы можем отравить вино, которое пьет Ле Пелетье, ему станет плохо и он уединится в кабинете. Там будет открытое окно, через которое мы не можем пройти, так как его моет прислуга. Но прислугу можно подкупить, тогда путь окажется свободен и все, это perfect kill. Остается только исчезнуть незамеченным. И таких моментов много. Например, чтобы убить Латуша, Арно устраивает суматоху на площади, прикидывается приговоренным к казни, и когда его приведут на гильотину, он бросается на жертву.
Тут, конечно, незаметно не вышло, но все же это вариативность. Дело в том, что скрытность по-настоящему важна, ведь рядом с ключевыми целями десятки стражников, а даже трое могут стать проблемой для персонажа. Если больше 4, то считай все, начинай сначала. Поэтому игра заставляет тебя действовать скрытно и предлагает альтернативные способы устранения цели. Как же этого не хватает в современных играх, которые, кстати, тоже называются кредо-убийцы. А во время открытой конфронтации по-настоящему важны расходники. Оглушающие дымовые бомбы очень помогают сбежать от стражников, а сбежать – лучшее решение в 90% случаев, иначе Арно размотают. И вот отсюда вытекают спорные моменты. В прошлых частях даже 10 рядовых противников не были особой проблемой. Просто контратакуй в нужный момент, нападай в подходящий и прикрывайся другими, когда в тебя целятся. Герои могли закрываться противниками, когда один из них готовился стрелять. А вот здесь такой механики нет. Если враг целится в Арно, то лучшее, что он может сделать, это опередить выстрел. А если таких врагов 5? Один наносит серию, от которой нужно защищаться, атаки другого не блокируются и нужно кувыркаться в тайминг, двое начинают стрелять, а кто-то еще и бомбу бросит. А стреляют падлы метко и очень больно. Тут помогают расходники, и это круто, что драться стало сложно, но именно в плане механик это некая деградация геймплея. То есть Арно не может прикрываться врагами, у него нет Шенбяо, чтобы притянуть противника, и у него только один вид холодного оружия. Точнее, есть несколько видов, но между ними нельзя переключаться во время боя. В режиме стелса Арно не сильно отличается от прошлых ассасинов. Окей, нет Шенбяо и духовой трубки, но есть мини-арбалет на запястье, призрачный клинок, который позволяет на дистанции либо убить жертву, либо отравить ее ядом берсерка и заставить нападать на все, что движется. Но вот в открытом бою Арно очень сильно уступает своим предшественникам. С одной стороны, понятно, игру хотели сделать сложнее, но с другой это выглядит так, как будто персонажа искусственно понерфили. В Unity скрытый клинок используется только для скрытных убийств. Сражаться им нельзя, но это, на мой взгляд, и логично. Хотя прошлые части пытались объяснить, что со времен появления скрытый клинок усовершенствовали, и там есть пластина, которая позволяет отражать удар и использовать это оружие против мечей, например, но все же гармоничнее он смотрится во время стелса, как атрибут бесшумного убийцы. Поэтому то, что в Unity нельзя драться скрытым клинком, мне даже нравится. Но здесь нет ни короткого оружия, ни стилетов, ни даже рукопашного боя. Мы можем выбрать оружие в режиме кастомизации среди мечей, топоров, копий, и от этого будут меняться анимации, наносимый урон, скорость и дальность ударов. Но у нас нет возможности менять оружие в зависимости от ситуации и подстраиваться под нее, потому что в этом просто нет необходимости. Враги формально какими были, такими и остались, а боевка усложнилась за счет того, что нашего персонажа сделали слабее. Но ладно, большую часть времени все равно придется действовать скрытно, либо сбегать, что там дальше. А дальше я заметил, что геймплей сделал не один шаг назад относительно прошлых частей. У нас есть красивый город и паркур, который теперь делится на два направления – вверх и вниз. Если с первым все понятно и он нам знаком, то фриран вниз – это нововведение серии, которое позволяет быстро и аккуратно спускаться со зданий, даже если рядом нет стога сена. Герой просто красиво спустится, используя окружение. Только вот паркур – это единственный способ передвижения по городу. И как бы без претензий, там шибко не размахнешься на забитых-то улицах виртуального Парижа. Но относительно прошлых частей, где были лошади уже в первой, парашюты, тросы – это шаг назад. Вообще в игре есть карета, но она там номинально, потому что перемещает героя только между Парижем и Версалем. Я уже молчу о том, что в третьей и четвертой части и сопутствующих ей были корабли, их кастомизация и морские сражения. В Unity это, наверное, неуместно из-за сеттинга, но ожидаешь от следующей большой игры на новом движке какой-то интересной альтернативы. Да было бы прикольно пролететь над городом хотя бы на воздушном шаре, при том, что он есть в игре. Но здесь альтернативой выступает сеть тоннелей под городом, по которым можно перемещаться быстро и незаметно. И вроде неплохо, историческая штука, но как-то не тянет на Next Gen. Важная новая деталь геймплея – это кастомизация персонажа. Мы и раньше могли менять костюмы, здесь они тоже есть, но теперь можно выбирать снаряжение по отдельности, то есть капюшон, защита груди, рук, ног, примерно как было во второй части, только более додумано. И сюда прикрутили вполне уместные RPG-механики, то есть у каждого элемента одежды есть какие-то параметры, которые влияют на персонажа. Например, на дальность орлиного зрения, на защиту, незаметность, наносимый урон и так далее. При этом мы можем собрать какой-то билд, чтобы, допустим, быть сильнее в бою, и выбрать готовый костюм.
который изменит внешний вид одежды, но не повлияет на параметры. Костюмов, кстати, довольно много. Уже по классике есть доспехи Альтаира, Эцио, Конора, Эдварда, вышеупомянутый костюм Тамады Корниона и даже костюм в стиле Тодда Макфарлейна, который придумал Спауна. При этом одежду можно красить, и если часть цветов выглядит вполне гармонично, то другая часть настолько кислотная, что это выглядит странно. Думаю, особо яркие цвета были добавлены с расчетом на кооперативную игру, чтобы игроки узнавали друг друга в толпе, если вдруг не заметят плашку над союзником. Но все же в контексте одиночной игры, повторюсь, выглядит странно. Вообще в Unity 4 внутренних валюты: деньги, очки ассасина, очки опыта и кредиты Helix, которые понемногу дают за разные достижения и действия с учеткой Ubisoft. Но кредиты — это и та валюта, которую можно приобрести за реальные деньги, чтобы потратить их на улучшение доспехов, оружия или даже приобретение каких-то элементов. Смотрите, внутриигровые деньги нам дают за выполнение заданий, вскрытие сундуков и так далее. На них мы можем покупать одежду и оружие. Но почему-то цвета продаются за очки ассасина, которые мы получаем почти за каждое движение персонажа. Скрытое убийство, побег, убийство с воздуха. За эти же очки мы можем улучшать снаряжение, по крайней мере первые несколько раз. Но я так и не понял, зачем вообще ввели эти очки ассасина, если на подобные плюхи мы могли бы просто тратить внутриигровые деньги, и это бы еще больше стимулировало искать и вскрывать сундуки, выполнять доп. Задания. Кстати, что-что, но на протяжении большей части игры дефицита в деньгах я не испытывал от слова совсем. Дело в том, что я совершенно случайно с помощью быстрого перемещения отправился в Сен-Дени, где сразу запустилась DLC «Павшие короли». Сама игра делится на 12 частей, своего рода глав. Дополнение — это 13-я пронумерованная часть. Так вот, из-за случайности я с 4-й части перепрыгнул на 13-ю, где по сюжету Арно уже убил Жермена, а только потом вернулся к 4-й. На этом этапе игры дополнение сначала давалось непросто, но за каждое выполненное задание мне давали кучу денег, плюс выдали имбовое ружье с лезвием. Таким образом, пройдя «Павших королей», я вернулся к основному сюжету самым богатым человеком Франции, из-за чего спокойно покупал все, что нравится, и не нуждался в виртуальных деньгах. Без базара сам затупил и перепрыгнул сначала в конец, но почему игра вообще подразумевает такую возможность? Даже если это DLC, как мы можем перейти к продолжению истории, которую еще не закончили? Это же не Ведьмак или Призрак Цусимы, где дополнения адаптируются под прогресс игрока, даже на уровне событий и диалогов. Это 13-я часть, продолжение основного сюжета. Непонятно. Но вернемся к вопросу про игровые валюты. Здесь у нас есть очки опыта, которые мы можем тратить на развитие персонажа. Если на базовом уровне все стандартно, то есть можно повысить количество здоровья, улучшить навык взлома или ускорить перезарядку, например, то на более специфичном для серии опять странно. Чтобы Арно научился кидать деньги прохожим, нужно потратить очки навыка. То, что по дефолту умел делать Эцио, то, что не является тайной техникой ассасинов, здесь открывается за очки. Наверное, поэтому люди так редко подают нищим на улицах. У них просто нет такого навыка. Что меня вообще убило, это возможность скрываться в толпе, используя скамейки. То есть персонаж садится между двух NPC и становится незаметным. И это тоже было в прошлых частях по дефолту. Часто что изменилось? Это же все еще Assassin's Creed, и такая возможность скрываться одна из базовых, которые были в самом начале. При том, что стоя между двумя NPC, Арно скрывается по дефолту, а вот сидя, извините, это надо уметь. Но есть и новые прикольные способности, некоторые заточены исключительно под кооператив. Например, возможность помечать сундуки или делить орлиное зрение с командой. Я на протяжении игры пользовался исключительно маскировкой, то есть Арно маскируется под прохожего или стражника и несколько секунд может ходить, не привлекая внимания. Главное не подходить к противникам слишком близко, иначе узнают. Способность настолько имбовая, что с ее помощью я даже прошел финального босса. Просто замаскировался под него, подошел и все, perfect kill. Конечно, формально выглядит странно, но скинем на то, что это игровая условность. Помимо прочего, игру хочется похвалить за антураж. Здесь есть красивое святилище ассасинов. Игра возвращает к тем образам из первых частей, за счет дизайна некоторых локаций и костюмов персонажей. Это круто. У серии есть своя идентичность, и Unity верна ей. По аналогии с Монтериджоне во второй части, здесь у нас есть кафе-театр, тайное убежище ассасинов и, видимо, место жительства Арно. Мы также вкладываем в кафе деньги, восстанавливаем его, а потом оно начинает приносить прибыль.
Там появляются тренировочная площадка, что-то вроде святилища с открытыми костюмами, находятся какие-то записки, и там же мы получаем костюм Тамады Корниона. И это не единственное здание, которое может финансировать Арно, но самое важное. И вот так смотришь на игру в целом, да, есть какие-то небольшие вопросы, странные решения, но это та самая Assassin's Creed, которая как будто вернулась к своим истокам, но с улучшенной графикой и невероятными анимациями. Сейчас она даже воспринимается как глоток свежего воздуха, или наоборот глоток ностальгии. В общем, тут есть почти все, за что серию полюбили когда-то давно, но при этом игра до сих пор выглядит современно. Только вот я сомневаюсь, что на релизе она воспринималась всеми так же. Дело ведь в том, что баги и плохая оптимизация перетянули все внимание на себя. Об этом говорили из каждого утюга. Но мало кто замечал, что и по части механик Unity сделала шаг назад. То есть игры развивались, в них появлялось что-то нужное и ненужное, значительные нововведения и нет. А Unity в плане геймплея недалеко ушла от второй части, если не брать в расчет вариативность прохождения миссий. Это безусловно красивая игра с масштабным наполненным Парижем. По-моему, даже в наше время восстанавливается Нотр-Дам с оглядкой на архитектуру здания в игре, потому что там и масштаб реальный, и экстерьер. К слову, только на это здание в игре отдельный дизайнер потратила больше года. Но есть ощущение, как будто авторы на одном сконцентрировались, а про остальное забыли. Вот я очень удивился, когда в битве с Белеком появились QTE. Эти элементы появляются единственный раз за всю сюжетную кампанию. Ну давайте как-то решим, либо у нас есть механика QTE, и мы ее используем, либо ее нет, и не будем втыкать ее туда, где она, в общем-то, не сильно и нужна. В общем, у игры есть проблемы, и проблемы важные, местами просто странные, но на них не все сразу обратили внимание. Сейчас есть мнение, что Unity без багов и гличей прекрасно, но я тут не согласен. Это просто хорошая игра со своими плюсами и минусами. Только сейчас ей на руку работает и чувство ностальгии по старым частям Assassin's Creed. Кстати, Ubisoft эксклюзивно для телефонов Honor выпустили мобильную версию Unity. Понимаете, да? Мобильный эксклюзив Honor. Насколько я понял, сюжет там примерно такой же, но вот геймплей и анимации выглядят херовенько. У меня нет возможности в нее поиграть, но буду рад, если кто-то в комментах поделится своим опытом. К сожалению, Арно Дариан и Unity не оставили после себя такого же наследия, как вторая часть или четвертая. Хотя сейчас кажется, что авторы могли рассчитывать на это, если бы у них все нормально получилось. Арно появляется в мобильных играх, упоминается в следующих частях и даже засветился в экранизации Assassin's Creed как предок главного героя. И вот только сейчас, дописывая эти слова, я понимаю, что для меня это последний хороший персонаж серии. Точнее, один из тех, кого хотелось бы увидеть снова. Пока Ubisoft всираются со своими релизами, ненужными дополнениями и странным отношением к игрокам, у которых пропадают игры, я буду надеяться, что однажды они там придут в себя, и мы скоро увидим игры не хуже Вальгаллы, с персонажем не хуже Арно. А может он сам вернется в каком-то проекте, типа условно Infinite. Не прощаюсь.